Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые подписчики и гости моего канала. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Здесь вы услышите сказки и истории, которых вы никогда не слышали. Усаживайтесь поудобней, а я расскажу вам историю, которая называется «Спасение из плена». Жили в одном лесу три друга. Мишка бурый, добрый, с мягкими лапками, всегда готовый помочь и обнять. Лисенок Фоксик, озорной, быстрый и неуловимый, как солнечный зайчик. И зайчик Добряк, самый нежный и заботливый, всегда всех утешит. Они были неразлучными друзьями. И вот однажды в их лесу объявились злодеи, которые искали лису, чтобы содрать с нее шкуру и сшить шубу. Они уже поймали одну и посадили в клетку, и теперь охотились за следующей. В этот день друзья играли на своей любимой поляне. И вот, когда они наигрались вдоволь и проголодались, друзья разошлись по домам. Когда Фоксик пришел в свою нору, то навстречу к нему вышла его младшая сестренка и сказала: «В наш дом пришла беда. Нашего папу поймали злодеи и хотят снять с него шкуру. Они с мамой были вдвоем. Мама успела спрятаться, а папа попал в их ловушку. Наша мама сильно плачет. Что мы будем делать без папы?» Захныкала сестричка. «Не плачь, я что-нибудь придумаю». Фоксик не стал есть, а побежал обратно к своему другу Мишке. Он прибежал к берлоге Бурова и позвал его. Тот вышел и спросил, что случилось. «Моего отца схватили злодеи и хотят снять с него шкуру, а моя мама очень расстроена и сильно плачет». «Эх, жаль, что я еще подросток», — сказал Бурый и добавил: «я бы их задрал на месте. Надо завтра проследить за этими злодеями, чтобы не случилось такой же беды еще с кем-нибудь». Они с Фоксиком договорились пойти на следующий день вместе, втроем, проследить за ними. Мама лиса никак не могла успокоиться и все время плакала. Фоксик дал своей маме корешок валерьяны, она пожевала его, успокоилась и уснула. Фоксик покормил своих младших брата и сестру, и все вместе, обнявшись, легли спать. Рано утром Фоксик встал, тихо выполз из своей норы и отправился к своему другу Зайчонку, чтобы вместе пойти к Бурому. Лисенок прутиком разбудил Зайчонка, щекоча его за уши. Когда тот проснулся, они вместе направились к Мишке. Они шли по своей знакомой тропе. Вдруг лисенок наступил на что-то. Оно сомкнулось на его лапке. Фоксик попал в капкан. «Что случилось?» — спросил его Добряк. «Я попал в ловушку», — сказал лисенок. Он снова попытался выбраться из этой западни, но ему стало еще больнее, и он заскулил. «Видимо, я не смогу выбраться сам», — сказал лисенок и добавил: «беги к Бурому за помощью». Зайчишка со всех ног побежал по тропе, но, не пробежав и 5 метров, тоже попал в ловушку. Он запутался в сетке, которую расставили злодеи на их тропе.
Добряк тоже попался. Бурый уже давно проснулся и уже шел навстречу своим друзьям. Мишка услышал голоса людей, спрятался в кустах и стал слушать. Разговаривали два злодея. Один из них сказал: «Как удачно мы расставили капкан и ловушку! Попались мелкие, но ничего, лисенка подлечим, а как подрастет, снимем с него шкуру на шубу для моей жены». «А с зайцем что будем делать?» – спросил второй. «Отдам его младшим детям на забаву. Пусть они сами решают, что с ним делать. Для меня он слишком маленький, ни шкуры, ни мяса», – сказал первый злодей и разразился смехом. Мишка раздвинул кусты и увидел железную повозку. Это была машина с открытым багажником. Злодеи стояли около нее. Рядом на земле небольшая клетка, а в ней, связанные за все лапы, лежали его друзья Фоксик и Добряк. У Мишки в голове крутились разные мысли. Он подумал о том, как вызволить из плена своих друзей. В этот момент злодей постарше взял клетку и поставил ее в багажник, а сам направился в кабину и позвал за собой того, что помладше. «Поехали! На сегодня хватит!» — сказал он молодому. Оба сели в кабину. Злодеи какое-то время сидели и не трогались. В этот момент Мишка вышел из кустов, пробрался к багажнику сзади и юркнул туда, где стояла клетка. Добряк и Фоксик увидели своего друга Бурого и очень обрадовались. Мишка лапой закрыл свой рот, давая понять своим друзьям, чтобы они не шумели. Машина тронулась, и они поехали. Бурый всю дорогу смотрел и запоминал. Через некоторое время машина повернула и заехала к дому. Выйдя из машины, один злодей сказал: «Идем в дом, обрадуем детей». «А с этими что делать?» – спросил тот, что помладше. «Никуда они не денутся, потом разберемся», – сказал пожилой злодей. Они ушли в дом, и у Мишки появилась возможность уйти незамеченным. Но перед тем, как уйти, он сказал своим друзьям: «Потерпите немного, я вас скоро освобожу». Он вылез из багажника, огляделся и побежал в сторону леса. Бурый очень хорошо запомнил этот дом и это место. Звери в этом лесу общались между собой через птичью почту. У Бурого был еще один друг – панда-толстяк, весельчак и обжорка, но самый преданный и ласковый друг. Панда и вправду был очень полным и немного неуклюжим. Толстяк очень рано остался сиротой. Именно в те трудные времена панда встретил Мишку Бурова и познакомился с Фоксиком и Добряком. Его друзья поддерживали и помогали ему выживать. Он жил один до тех пор, пока не попал к людям. Люди его не обижали, только поселили его в огромную просторную клетку и кормили его до отвала, отчего он стал толстым и немного неуклюжим. Бурый по птичьей почте передал своему другу Панде послание: «Фоксик и Добряк попали в беду, нужна твоя помощь. Встретимся с тобой через 2 дня на нашем камне у реки, где мы с тобой познакомились. Я буду тебя ждать». Птицы подхватили послание и стали передавать друг другу. Утром
Толстяк проснулся от того, что сорока села ему на голову и стала теребить шерсть у него на макушке. Он открыл глаза и сказал: «Ну чего щекочешь, спать не даешь?» «Тебе послание от твоего друга», — сказала сорока. «Ну тогда говори скорей, чего замолчала?» — подскочил на лапы панда Толстяк. Сорока передала ему сообщение: «Фоксик и Добряк попали в беду. Нужна твоя помощь. Встретимся с тобой через 2 дня на нашем камне у реки, где мы познакомились. Я буду тебя ждать». «Я понял», — почесал он свой живот и стал думать, как ему покинуть эту клетку. Думал и придумал. Когда ему люди приносили эвкалиптовые ветки, он съедал все листья, а толстые ветки прятал от посторонних глаз. Когда наступила ночь, он из этих веток смастерил лестницу, подставил ее к забору, перелез через него и убежал навстречу. Толстяк пришел в условленное место к камню и взобрался на него, и тут же услышал, как его позвал друг. Панда оглянулся и увидел своего приятеля, Мишку Бурова. Они встретились и обнялись по-приятельски, сели оба на камень. «Ну, рассказывай, что случилось?» — спросил Мишку панда. Бурый рассказал ему про отца Фоксика и про то, как лисенка и зайчишку погрузили в машину и как он проследил весь путь злодеев. «Да, они в западне, их надо спасать. Только как это сделать? Просто так у нас ничего не получится. Здесь мудрость нужна», — сказал Толстяк. «Злодеи придумывают всякие уловки и ловят зазевавшихся зверей. Некоторых съедают, а с некоторых снимают шкуру и шьют себе одежду», — размышлял вслух панда. «И как нам быть?» — спросил Бурый. Но тут зашевелилась ветка на дереве, и раздался голос: «Я, конечно, извиняюсь, но я невольно подслушала ваш разговор», — сказала тетушка Сорока, сидевшая на ветке прямо над ними. «Вам нужно обратиться к старому филину, он много чего знает». «А где нам найти дедушку Филина?» — спросил панда тетушку Сороку. «Он живет в дупле старого дуба». «А как нам найти этот дуб?» — вновь спросил ее Толстяк. «Дуб этот вы найдете на том берегу. Переберитесь через речку на другой берег, идите все время на юг. Он там один такой огромный на опушке леса стоит. Ему уже 300 лет. Только запомните, днем филин спит в своем дупле, а ночью он бодрствует. Самое время его о чем-нибудь спрашивать». Сорока взмахнула крыльями и полетела по своим делам. Бурый кивнул ей вслед. «Спасибо, тетушка Сорока!» Продолжение следует. Мои дорогие, понравилась история? Тогда подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, и мы с вами встретимся в следующем видео. Я всегда рада вам.